Предком пылесоса был подметатель ковров, машина, которую сконструировал Даниэль Хесс. Случилось это в Америке в 1860 году. В Хабаровске тогда еще конные повозки путешествовали, а пылесосов тут даже никто не мечтал. В устройстве были две водяные камеры для осаждения пыли, так что мокрая разновидность пылесоса появилась раньше, чем сухая. Следующим шагом стала машина «Вихрь», созданная Ивом Макафи из Чикаго. Все бы хорошо, но прибор был механическим, его приходилось крутить вручную. Может быть, тогда лучше работать веником, потому что приспособить к пылесосу электромотор изобретателю так и не удалось. Успеха в механизации пылесоса добился англичанин Сесил Гуд. Его фырчащий Билли щеголял бензиновым мотором. Он был внушительных размеров, его обслуживала бригада из 4 человек. Можно было заказать агрегат этот на дом, рабочие подъезжали, на конной повозке подвозили агрегат, перекидывали в помещение через окна шланг, и работа начиналась. В 1907 году пылесос стал электрическим. Мюррей Спенглер, вдохновленный успехом машины Гута, сконструировал нехитрое устройство, стержнем которого была швабра, а пылесборником – наволочка. Но примитивное, казалось бы, устройство работало и было востребованным, хотя стоило недешево. Вскоре идею пылесоса подхватили изобретатели разных стран, а по-настоящему народным прибором пылесос стал благодаря гению продаж шведу Аксель Грену. Это он собрал команду инженеров и конструкторов, которые создали в 1912 году бытовую модель пылесоса. Позже корпус пылесоса стал горизонтальным, у него появились колесики, и устройство стало прообразом многочисленных клонов, которые долгие годы выпускали в разных странах. Лидером продаж стала фирма «Электролюкс», приложившая немало усилий для продвижения своего товара, причем в прямом и переносном смысле. Огромное количество машин в форме пылесосов разъезжали сначала по Швеции, а затем по всей Европе, прежде чем люди стали активно покупать пылесосы домой. Сегодня в семействе пылесосов есть и миниатюрные приборы для чистки автомобилей, и гиганты, собирающие пыль с улиц. Последним техническим достижением стал робот-пылесос, способный самостоятельно обходить помещение, находить зарядное устройство и не забывать при этом о своей главной обязанности – сборе пыли.